Смарт-часы со стильным и минималистичным дизайном, отличными материалами, AMOLED-экраном с технологией Always On Display, автоматическим измерением пульса, кислорода SPO2 в крови, мониторинг уровня стресса, мониторинг сна, встроенная GPS-навигация. Ура, правда, товарищи? Временем автономной работы до 14 дней, это 2 недели, обширным функционалом, возможностью отвечать на сообщения заготовками или смайлами, возможностью загружать приложения, и это только малая часть того, что нам обещает производитель в рекламе к смарт-часам под названием Xiaomi Amazfit GTR Mini. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я вам сейчас расскажу. Напоминаю, что практически все часы я стараюсь покупать умные. Если у вас есть какие-то идеи, что еще купить и о чем рассказать, кидайте в комментарии. Кстати, один из умельцев, который купил у меня Oppo Watch 3 Pro китайской версии, настроил там уже все. Так что смотрите и на китайские версии тоже. Перейдем же к обзору. Распаковка. Поставляется данная модель в небольшой белой коробке из тонкого картона. На ней изображение, название и краткие характеристики модели. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем сами смарт-часы с силиконовым ремешком, магнитное зарядное устройство с 2 пинами и краткое руководство. Вес смарт-часов вместе с ремешком 36,7 грамма, а габариты устройства 42,8 на 45,3 на 11 мм. Не особо компактные, но и небольшие. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, там много людей с разными девайсами. Коллективный разум всегда хорошо. Не всегда люди со мной согласны, но опыт на то и опыт, что им нужно делиться. И мой личный телеграм-канал, где я с вами общаюсь в режиме нон-стоп постоянно. Плюс скидываю примеры фото, видео новых девайсов. Условия конкурсов, в которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Напоминаю, что на лайве я возобновил прожарки смартфонов, приходите, смотрите. Перейдем к часам. Поставляются данные часы в разных вариантах расцветки, а именно черный, розовый и голубой. Смарт-часы круглые, дизайн мне лично понравился. Выглядят они интересно и аккуратно. Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и пластика, а с фронтальной части дисплей покрыт закаленным стеклом с хорошим олеофобным покрытием. Ремешок быстросъемный, выполнен из силикона шириной 20 мм и пластиковая застежка не лучшего качества. Куда вы катитесь, Amazfit? Я советую сразу же прикупить более дорогой качественный ремешок. Охват запястья от 150 мм до 200 мм. Качество материалов самих смарт-часов хорошее, как и сборка. Но материалы марки. При носке часы не ощущаются и спать в них комфортно, за что плюс. На корпусе расположили 2 контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Микрофона и динамика нет. На борту из датчиков биотрекер с поддержкой измерения уровня кислорода в крови, акселерометр, геомагнитный датчик и датчик внешнего освещения. Также на корпусе есть одна механическая кнопка с логотипом компании. Люфт у кнопки есть, нажимается она хорошо. В стоке она отвечает за переход к меню, возврат к циферблату, а зажатием можно перейти к тренировкам. Переназначить команду на зажатие можно, что удобно. Летим дальше. Оснащены смарт-часы AMOLED-дисплеем на 1,28 дюйма с разрешением 416 на 416 точек. Дисплей плоский, без безеля, со слегка закругленными краями. Плотность пикселей 326 ppi, что неплохо для часов. Рамка на борту, я бы не сказал, что она очень большая, но заметная. Скроллинг плавный и перемещаться по интерфейсу часов удобно. Интерфейс доступен на русском языке с хорошим шрифтом и неплохим переводом. Цветопередача у экрана отличная и насыщенная. Автояркость на борту и под разное освещение датчик подстраивается хорошо. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, вглядываться не приходится, что радует. Автовыключение экрана максимум до 30 секунд, постоянно включенный экран максимум 20 минут. Always On Display на борту, вдобавок он может работать весь день, по расписанию или в автоматическом режиме. Стиль AODA зависит от циферблата. Конечно же, если циферблат имеет свой стиль AODA, а также есть 5 готовых стилей. Функция для активации экрана при поднятии запястья срабатывает хорошо. Настроить эту функцию можно прямо со смарт-часов, как и многое другое. Накрытие экрана ладонью для отключения дисплея также на борту, как и пробуждение экрана тапом. Также есть функция для включения экрана в случае, если вам придет уведомление. Блокировка смарт-часов при снятии их с запястья, что очень удобно. Обыкновенная блокировка паролем и функция «Утренние новости». Это сводка информации, которая может включать в себя погоду, события, статус тренировок и так далее. Далее, с главного экрана с вайпами все более чем стандартно. Сверху вниз это панель быстрого доступа, в которой есть заряд аккумулятора в процентах. Режим не беспокоит, режим сна с интеллектуальным включением, фонарик-календарь, режим театра, регулировка яркости, блокировка смарт-часов и не только. Все видите сами. Снизу вверх уведомления, слева направо и наоборот виджеты. Ко всему Amazfit добавил удобный виджет, который вмещает в себя много разных приложений, что удобно. Его настроить можно прямо со смарт-часов. В меню есть система оценки здоровья,
Wi-Fi, измерение ЧСС, кислорода в крови, измерение всех показателей одним касанием, тренировки, журнал тренировок, активность измерения уровня стресса, шагомер, мониторинг сна, женское здоровье, VIP-карточка магазинов, погода с подробной информацией, за что плюс, музыкальный плеер, через который можно управлять музыкой, воспроизведенной на смартфоне. Загружать музыку на смарт-часы нельзя, за что минус. Далее есть будильник, который можно завести прямо со смарт-часов, удобный календарь, приложение «Солнце и Луна», компас, дыхательные тренировки, поиск телефона, мировое время, список дел, заводной таймер, обыкновенный таймер и секундомер, которые спокойно могут работать в фоновом режиме. И Bluetooth-кнопка с таймером для удаленной фотосъемки, которая работает корректно на многих смартфонах разных брендов. Amazfit GTR Mini имеют много разных полезных функций, настроек и тому подобное, за что несомненный плюс. Персонализировать можно практически все в данных смарт-часах, как с них, так и в приложении. В настройках, кроме вышеперечисленного, также можно настроить силу вибрации. К слову, вибромотор тактильно приятный, с хорошей отдачей. Также есть анализ и настройка расхода батареи, отключения различных функций и измерения стиля меню. Летим дальше. Операционная система здесь Zepp OS версии 2.0. Также установлен двухъядерный чип Hungshan 2S. Выделенной внутренней памяти на борту в стоке около 80 мегабайт. Есть магазин с приложениями, самих приложений не особо много, но, как по мне, достаточно. Можно установить игры, калькулятор, навигаторы, различные фитнес-приложения и не только. Bluetooth версии 5.2, напоминаю, что есть уже 5.4, но в носимых устройствах я видел только 5.3. Подключить внешние Bluetooth устройства нельзя, к нашему сожалению. Спортивных режимов более 120 видов, отслеживание плавания на борту. Автоматическое распознавание также в наличии с поддержкой 8 видов тренировок и регулировкой чувствительности распознавания. Встроенный GPS есть с 5 спутниковыми системами позиционирования. Местоположение смарт-часы определяют до 10 секунд, чаще всего быстрее. Карты строят плохо, так как отклонение в маршруте может достигать 10 метров, если не больше. Загружать маршрутные часы нельзя, пользоваться плеером во время тренировки можно, что удобно. Но вот свернуть тренировку, не прекращая ее, нельзя. Настроек для тренировок достаточно, к примеру, есть автокруг, цель, оповещение, автоматическая пауза, помощник по частоте шагов, напоминание о разминке и тому подобное. Также используется алгоритм PeakBeats, и после завершения тренировки можно посмотреть время восстановления, нагрузки, тренировочный эффект, максимальное значение VO2. Далее, звонить с часов нельзя, входящий вызов можно сбросить, поставить на беззвучный режим или ответить заготовками. Уведомления приходят моментально, смайлики отображаются, как и иконки приложений. Уведомления можно посмотреть и удалить, а также ответить на них смайликами или заготовками, которые можно самому создать в приложении. Длинные уведомления, к сожалению, полноценно все еще не отображаются. Далее, пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью в 1 минуту. Измерение уровня кислорода в крови происходит в автомате, когда вы находитесь в состоянии покоя, разумеется. Измерение уровня стресса работает в автоматическом режиме с периодичностью в 5 минут. Хотя эта функция, по мне, последние года полтора максимально бесполезна, во всяком случае, на территории нашей страны. Измерять вручную все показатели также можно. Пульс, как и SPO2 и уровень стресса у воздуха часы не измеряют, что хорошо. Результаты измерения корректные, изредка проскакивают неправильные результаты измерения из-за плохо одетых часов. Сон мониторят хорошо, как и все фазы сна. Дневной сон смарт-часы также мониторят. Ко всему есть отслеживание дыхания. Настроек для мониторинга здоровья более чем достаточно. Графики на самих часах отображаются хорошо и информативно. Но подробные результаты измерения необходимо смотреть в приложении. Емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занимает до 2 часов. В интенсивном сценарии использования со всем мониторингом здоровья, но без Always On дисплея и включенной автояркостью они могут прослужить от 5 до 6 дней. В целом время автономной работы хорошее. Водонепроницаемость 5 атмосфер, смарт-часы не боятся погружения в воду, поэтому я отопил их слегка. В итоге с ними, разумеется, ничего не произошло. Функционал рабочий, воды часы не боятся, но соленую воду и перепад температур любые электронные устройства боятся. Я не устаю это повторять сотни раз в роликах про умные устройства. Не тестируйте их так. Amazfit GTR Mini работают в паре с приложением Zepp. Приложение работает некорректно, так как часто не прогружаются вкладки с настройками. И не только. На главном экране в приложении мы имеем 3 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для тренировок. И последняя — это профиль, через который можно перейти к настройкам самих часов. На главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах, что удобно. Настройки мониторинга здоровья, настройки уведомлений, магазин циферблатов. На выбор более чем достаточно циферблатов. Ко всему есть персонализированные циферблаты. Циферблаты, через которые можно переходить к определенным приложениям. Портретный циферблат, динамические циферблаты. Помимо перечисленного, также есть возможность пользоваться настройками смарт-часов и обновить прошивку как устройства, так и приложения. К слову, прошивки уже прилетали, но измерений в работе смарт-часов я не обнаружил. Поделиться данными о тренировках можно с различными сервисами, например, Apple Health, Google Fit, Strava, RevLife и Adidas Running. Минусы: нет встроенного динамика и микрофона, плохо строятся карты, на данный момент, может быть, с прошивками еще допилят, тренировки не могут
могут работать в фоновом режиме, мультизадачность есть, но не полная. Нельзя подключать Bluetooth устройство. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Всем, кому подобные обзоры полезны, с полным функционалом, не забудьте написать комментарий больше 5 слов. Знайте, этим вы помогаете проекту. Повторяюсь, стараюсь покупать все самое интересное. И разумеется, если любой девайс, допустим, как Oppo Watch или Oppo Watch 3, с головой долго и упорно настраивать, даже китайской версии, он будет всегда лучше, чем в стоке. Только не у всех это получится и не все. Поэтому подобные устройства из разрядов MSFit, которые локализованы сразу, они, конечно, больше рассчитаны на масс-маркет в хорошем смысле. И пусть каких-то вещей нет, они, по мне, для использования намного комфортней. Не забудьте подписаться на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, написать в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. И резюмирую. Умные часы Xiaomi MSFit GTR Mini неплохие смарт-часы, которые имеют приятный дизайн, качественные материалы, обширный функционал со всевозможными настройками. Ко всему, операционка работает нормально и корректно, все плавно и шустро. В отличие от прошлых MSFit'ов. Помните POP 2? Посмотрите, недавно были на канале. Поэтому от меня девайсу однозначное да. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Добра и удачи вам, дорогие друзья.